Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUA, а это обзор патча баланса от 6 ноября. В самом деле, в этом патче ввели дикие изменения, которые повлияют 100% на геймплей. Ну что, давайте я не буду слишком жестко растягивать начало. Поставь свой лайк, напиши комментарий, что думаешь по поводу этого патча. И если есть что добавить по поводу этого патча, может там какие-то там скрытые нерфы, скрытые балансы ввели, которые не ввели в этом патче, ну именно в чейнджлоге не написали, то напиши в комментариях. Но если не подписан, подпишись, и на мой телеграм тоже подпишись. Все ссылки есть в закрепленном сообщении и в описании под видео. Погнали! Открывает наш обзор Виверна. Поменяли ее способность, теперь весь физический урон проходить не будет, когда он будет накидывать свою хил. Но, если честно, не буду вкидывать дизинфу, но, по-моему, оно и до этого не проходило. Или я могу ошибаться. Но, по-моему, они ее просто в цель не брали, и они дальше шли кого-то другого убивать. Короче, не помню, если что, поправьте меня в комментариях. Поехали дальше. Изменения коснулись и эльфийки. Теперь, когда она будет накидывать свою способность, и все время находящиеся в заточении героя не будут получать никакого вида урона. То есть там магический прокаст, физический, чистый, плевать. То количество времени, которое они будут находиться в заточении, урона они получать никакого не будут. На самом деле, насколько это оправдано, если честно, ну, в принципе, на самом деле оправдано. Потому что когда маги тебе давали прокаст, ну, как-то было больновато, когда у тебя тупо две цели умирали еще в заточении. Так что, скажем так, приятное такое изменение, которое повлияет на итог. В какой-то игре 100%. Изменения коснулись песчаной эгиды. Ей подняли хп. Насколько сильно подняли, решать вам самим. Насколько она станет после этого актуальна, ну, я думаю, она не будет актуальна еще очень долгое время, пока есть множество сборок, которые ее в легкую перекроют. Поехали дальше. Нереально приятный баф Муэрты. Ей как подняли урон, так и, соответственно, уменьшили КД на ее способность. И на самом деле, я не знаю, насколько это оправдано, потому что теперь окно будет, как в предыдущем патче, когда ее только... Ой, как в предыдущем патче. Короче, как в патче, когда ее только выпустили. Теперь она будет вечно находиться в своей форме, окно будет у нее 4 секунды всего лишь, и на самом деле это очень жестко. Теперь можно поставить себе 2 бога и вечно находиться в этой форме. Да, любой контроль будет прилетать и все такое, и она будет отправляться в Вальгалу, но... это жестко. Это жесткий ап. Теперь этот герой будет намного более актуален, чем был до этого. Приятный баф Мартретки. На самом деле это оправданный баф, потому что до этого, когда ты героя собирал, ты просто за голову хватался, что в одну звезду, что в 2 звезды этот герой не тащил. Теперь герой, я думаю, в 2 звезды будет тащить. Почему? Потому что ей сделали на всех уровнях шанс уклонения от способности 50%. Раньше были вот перед вами значения 30, 40 и 50%. Сейчас 50% на всех уровнях. Думаю, герой теперь заиграет. Он сильный будет, как минимум. Просто, наверное, даже сильный. Не имбовый. Ни в коем случае не имбовый, просто сильный. Ну, я бы на самом деле еще бы забалансил шанс крита. 15%, как по мне, маловато. Это не гарантированный шанс. А это шанс 15%. Короче, как по мне, маловато. Я бы сделал хотя бы процентов 20-25. Но это, наверное, тогда было бы слишком. Но это бы тогда была стоимость этого героя, фиолетки. Ну, не знаю. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Я считаю, это приятный баф сейчас. Но я бы еще допилил бы этого героя. Пройдемся по синергиям. Что там конкретно поменяли. И открывает наш обзор духи. Важное изменение в духах произошло. Теперь, когда у вас есть БКБ, то БКБ рассеивает окаменение от синергии духов. Раньше... только единственное, что рассеивало, это гриттеры. На гриттеров не работало окаменение. Сейчас же с помощью БКБ ты можешь спокойно 5 секунд лупить кого хочешь, и окаменение ты не получишь. И я считаю, это максимально оправдано. Потому что никакого предмета не было против этого окаменения. Ты брал БКБ в надежде на то, чтобы тебя спасти хоть как-то, а по итогу это тебя не спасает. Это тебя убивает еще быстрее. Считаю, оправданный нерв. Очень сильный ап полуорков. Теперь в радиусе одной клетки будет происходить стан, когда они будут бежать по своему пути. И это на самом деле очень приятный баф. Но насколько полуорки заиграют? Я думаю, не заиграют. Может, в каких-то там микрослучаях 100% заиграют. Но вот конкретно, чтобы их брали на постоянку, я думаю, нет. Ох уж бедные эти звери. Их туда-сюда, туда-сюда. Короче, раньше у них была атака союзника плюс 25%, теперь плюс 30%. Вот и все изменения. Зачем их трогали? Без понятия. Я как в предыдущем патче говорил об этом, так и сейчас говорю.
без понятия, зачем их тролли. 30% нормально, адекватно. Разработчики вводят обновления, лишь бы вводили. Вот просто что-то там надо поменять. Текущий патч и затронул предметы. Что конкретно поменяли в предметах? Во-первых, удалили 2 предмета. Это плащ-пальто, он же плащ-невидимка, и мантию короля. Мне это вообще непонятно, зачем они удалили мантию короля, потому что мантия короля добавляла в игру разнообразие. Ты мог очень много чего сделать с этой мантией короля. Ну, разработчикам же виднее, у них же есть свой супер профессиональный эксперт по игре, который им дает наводку, что нужно апнуть, что нужно понерфить, что нужно изменить и забалансить. Ну да, конечно. Игровой эксперт, вопросов нет. Ладно, поехали. Духовный талисман. Что ему изменили? Во-первых, дали сопротивление магии плюс 25%, то есть плащ-пальто они удалили, я же говорю, это оправдано. И добавили сюда. Окей, теперь духовный талисман не такой бесполезный, как был до этого. И также добавили одну тему. Помните ж новый предмет? Корону жреца, да, которая брала суммоны под контроль. Так вот, духовный талисман что теперь делает? Вы закидываете этот талисманчик, допустим, в условного мишку, и вот эта корона не может забрать этого мишку под контроль, потому что у вас есть талисманчик. То есть она делает так, что призванные существа не восприимчивы к ментальному контролю. В принципе, окей, ладно. Да, может быть оправдано. Они же вели ж такую корону. Значит, нужно вести, чтобы талисман тоже как бы хоть что-то делал, кроме того, что под жрецов спасал. Правильно? Правильно. Могучее кольцо. Ему убрали хп реген плюс 25, добавили сопротивление магии плюс 25%. На самом деле, ну, и да, и нет. Я бы на самом деле сделал как? Плюс 25 хп регена я оставил, и плюс сопротивление к магии плюс 25% я тоже бы оставил. Это было бы не имбовое кольцо, оно и сейчас не очень имбовое кольцо. Оно приятное. Но вот хп-реген зачем не убрали? Я бы на самом деле просто бы добавил к этому хп-регену еще сопротивление к магии плюс 25%. Тогда бы это кольцо было намного желаннее, чем оно сейчас. Сейчас это кольцо ты можешь использовать в минимум случаев. Но, как я уже сказал ранее, разработчикам виднее, потому что у них есть свой игровой эксперт. Ну и напоследок. Что вот такое жесткое поменяли? Во-первых, теперь, чтобы апнуть 11 и 12 уровень, тебе надо не 32 опыта, а 48 и 64 опыта. На самом деле это жестко. Теперь, чтобы взять 11 и 12, нужно неплохо так попотеть над этим. Жесткие цифры. Да, есть много предметов, которые дают тебе опыт, но чтобы теперь взять реально 12, нужно игру нереально сильно затягивать, либо же нереально слишком доминировать, чтобы взять себе 12. Ну, короче, теперь не сделаешь себе драконов-шаманов условных, да. Ну, не, на самом деле драконов-шаманов ты сделаешь, потому что там 11 нужен. Но в целом сильно, очень сильно. Также скорректировали инкам. Теперь не 50 монет надо для того, чтобы получить максимальный инкам, а 40 монет. Ну, не знаю, зачем так сделали, но окей, посмотрим. Но это 100% повлияет на геймплей. Также исправлена проблема в описании урона способности колдуна самоцвета. То есть поменяли на 150, 300, 450. То есть сделали корректное описание. Спасибо. Мы, кстати, сейчас посмотрим, изменили ли описание на перчатку первого тира. Исправлена проблема, когда урон фигуры демона был аномальным при срабатывании 4 ведьмака. Я не понимаю, какого демона. Скорее всего, это имеется в виду всех демонов, потому что в действительности был такой прикол. Ты ставишь себе 4 ведьмака, у тебя есть новый герой, ШД, Shadow Demon, кто вдруг не знает. И там лютый разрыв по урону начинался. Там такой урон жесткий был, что ты просто за голову хватался и не понимал, откуда этот урон. А теперь давайте сейчас быстренько глянем, изменили ли они описание предмета первого тира. Нет, конечно! Нет, конечно! Найс! У них же свой игровой эксперт. Удалим 2 предмета, туда добавим то, там отнимем это. Зато описание зачем чинить? Не надо. Мы вот колдуну самоцвета, цветки поменяли? Поменяли. Довольствуйтесь этим. Кто вдруг не знает, как работает этот предмет, потому что мне часто такой вопрос летит. Все просто. У вас есть 1000 хп, и все суммоны, которые будут до 1000 хп, включительно даже до 1000 хп, то будут съедаться с этой перчаткой. На своем столе вы получите плюс 1 монетку, на вражеском столе то просто съедите этот суммон. И, соответственно, как работает? У вас есть фигура 1000 хп, соответственно, 2-3 тысячи, вы будете хавать вражеский суммон. Это работает на перерождение инсеков, работает на дубликаты цвет,
Ну, в принципе, вот. Подведем итог насчет этого обновления. Мне кажется, это обновление ради обновления. Хотя это обновление 100% повлияет на геймплей, но и есть некоторые все-таки приятные изменения, есть вообще непонятные изменения. Но это лично мое мнение. Но они просто сделали этот патч, чтобы просто хоть как-то освежить игру. Насколько это у них получилось, это мы еще посмотрим. Но патч такой посредственный. Как я сказал уже ранее, патч ради патча. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Поставьте свой лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на меня, если не подписаны, и на мой телеграм тоже подпишитесь. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!